Здравствуйте, весы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. И расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на вторую половину месяца июля. Давайте посмотрим, что вас ожидает во второй половине месяца. Какие карты вам сегодня выпадут и что же интересного произойдет у вас. Напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал. Я всегда очень рада новым зрителям, новым подписчикам, поэтому не оставайтесь в стороне. Также присоединяйтесь к нашему сообществу. У меня оно есть во вкладке сообщества, соответственно. Вы можете вступить туда, чтобы видеть обновления, сообщения и акции, которые там появляются. Пишите ваши комментарии, пишите ваши реакции, ваши сообщения, соответственно. Также под этим раскладом я буду знать, что я не зря это видео для вас записала. Итак, весы, давайте посмотрим, что наших весов ожидает во второй половине месяца июля, то есть с 15 числа и до конца месяца. Первая карта, которая у вас есть, это колесница. Это очень классная карта, потому что она показывает такую целеустремленность, настойчивость. Она показывает какой-то проект, возможно, или желание что-то целеустремленно для вас сделать. То есть вы настроены очень решительно, очень смело. Здесь вы готовы действовать, вы готовы куда-то мчаться, вы готовы куда-то ехать. Может быть, физически куда-то перемещаетесь прям во второй половине июля. То есть поездка может быть. Может быть, вы едете в отпуск наконец-то. Не знаю, не брали отпуск, тут вдруг решили все там на неделю, на 2 возьму, поеду, или на месяц, но начинается он вот тут вот в середине июля, да, у вас этот отпуск, то есть вот какая-то поездка, может быть, это рабочая поездка, ну неважно, но то есть здесь говорится о движении как таковом. Возможно, просто рывок в ваших делах, какой-то рывок к прогрессу, к цели. Дальше идет принцесса жезлов, это карта огненной стихии, огненного знака, и она может говорить либо о контакте, каком-то взаимодействии с огненным знаком зодиака, это лев, овен, стрелец, либо какие-то поездки с ним связаны, кстати. Либо по принцессе жезлов искра возможностей, которые у вас возникают, как новая искра страсти, творчества, какого-то хорошего потенциала, который здесь имеет серьезное развитие, потому что есть колесница, то есть это как всплеск энергии, соответственно. Вместе с тройкой кубков, картой коммуникации, общения, какого-то сообщества, здесь может быть поездка и общение с вашими друзьями, вашими близкими, какой-то праздник, на который вы едете, и ощущение комфорта и удовольствия от того, что вы пребываете с людьми, с которыми хорошо проводите время, допустим, позитивно на вас это влияет, дает такой заряд энергии. Тут же карта Луна, карта, с одной стороны, надежд, планов, надежд, что что-то поменяется в хорошую сторону, но также эта карта Луна, это карта неопределенности. И вы можете здесь столкнуться с тем, что вот что-то как будто скрыто, что-то не всплыло на поверхность еще, и у вас это вызывает определенные страхи и переживания. То есть вы как на ощупь продвигаетесь, как в тумане, и можете из-за этого испытывать какую-то тревогу. Может быть, вам нужно куда-то ехать, а вы боитесь форс-мажорных обстоятельств, боитесь, что что-то пойдет не так, что там рейс задержат, что что-то там, да, какой-то попутчик в поезде попадется нехороший, или еще что-то вот как будто ждете, или что вы что-то забудете, или вот какие-то переживания по этому поводу могут быть. Но тут же карта туза жезлов, карта важного нового начинания для вас, такого пламенного, активного, да, новой искры творчества, которое у вас есть, чем-то похоже на этот у принца жезлов, да, жезл. То есть это новый путь, полный креативности, вдохновения, страсти, какой-то творческий порыв, который у вас есть, но он немножечко гасится этой 4 мечей, потому что для кого-то, возможно, эта 4 мечей, она говорит о карте, о том, что вам нужно отдохнуть. Но опять-таки, если это отпуск, то это правда как отдых, понимание, что нужно отдохнуть. Как будто бы сама ситуация просит вас: не спешите, отдохните, подумайте перед тем, как что-то делать. То есть вам как будто бы нужно здесь немножечко приостановиться, чтобы улеглось вот это напряжение, сделать паузу и немножечко как будто замереть перед какой-то неопределенностью. Потому что для некоторых из вас здесь может быть как внутри чувство какого-то
сомнения в том, насколько это правильно, вот такое начало. То есть вам нужно больше спокойствия, нужно больше спокойствия, и не хочется, вот, может быть, такой быстрой, активной динамичности событий. То есть вы боитесь, что за этой динамикой могут скрываться какие-то подводные камни, какие-то переживания из-за этой Луны могут здесь явно быть. И здесь же у вас есть двойка жезлов, которая тоже, по сути, показывает какую-то дорогу и возможности перемен, которые у вас могут быть по двойке, когда вы рассматриваете два варианта, две возможности. И да, вам нужно приостановиться, подумать, разобраться в этих двух вариантах, какой лучше. То есть вы останавливаетесь и рассматриваете эти варианты, как будто смотрите за горизонт и выбираете путь, обдумываете путь, какой лучший шаг предпринять, чтобы прийти к своей цели. И карта десятка мечей, она показывает, что, возможно, здесь даже какое-то предательство имеет место быть, или что-то здесь неприятно делать, но это необходимо сделать. Это уже, по сути, как позади остается, потому что это ситуация негативная, она как будто завершается, и вы осознали, что, может быть, не все так хорошо, как вы хотели, завершилось, но пришло время двигаться дальше, пришло время для того, чтобы продвигаться вперед, и вам нужно полностью закрыть дверь перед чем-то негативным, что было у вас, что уже отмерло, ушло, и смотреть в будущее, загораться новыми идеями, договариваться о каких-то новых возможностях с другими людьми и отбросить страхи, переживания, которые у вас были из-за недавних каких-то сложностей. То есть начать новый путь, новые шаги и посмотреть на эту возможность по двойке жезлов, рассмотреть этот вариант. Тут же есть пятерка мечей, карта девятка жезлов. Это карта, которая в целом-то пятерка мечей. Карта, которая может показывать желание победить, желание выйти победителем в ситуации и победить любой ценой. То есть, знаете, как неважно каким способом, главное, чтобы выйти успешно из какой-то ситуации, чтобы не опозориться, чтобы не показаться трусом, не показаться смешным. То есть найти способ, как это сделать. Потому что что-то по девятке жезлов это было сопряжено с борьбой определенной. И в конце концов эта борьба, она не принесла удовлетворения. И здесь как проиграть может быть, но с величием, да, или здесь какая-то, вот знаете, как вы чувствовали себя как в броне, в обороне из-за этой девятки жезлов. И с десяткой мечей это было достаточно некомфортно для вас, но вам нужно двигаться вперед, поэтому по пятерке мечей вы стараетесь здесь, несмотря на какие-то неприятности, поражения, какие-то сложности, двигаться дальше. Возможно, какие-то люди предлагают вам нечто, и, может быть, это вызывает у вас определенные сомнения, вы какой-то защитный барьер выставляете перед собой, потому что не видите вещи достаточно ясно, или не верите тем людям, которые вас окружают, которые здесь нечто предлагают. То есть есть какие-то сомнения, и поэтому вы останавливаетесь, думаете, рассматриваете эти варианты. Но у вас в любом случае есть ощущение вот этой новой идеи, нового старта и хорошего продвижения вперед, потому что есть этот туз жезлов также. Возможно, здесь этого искрометного нового начала. И вам нужно избегать каких-то мелких конфликтов или неопределенности в общении с другими людьми, потому что здесь все-таки есть эта карта Луны. И вы по девятке жезлов, вы как будто сильно себя изматываете тем, что продолжаете поддерживать такую защиту себя, то есть стараетесь ограничения какие-то вокруг себя вносить. При этом карта принца кубков выпадает под тройкой кубков. И тут снова таки семерка жезлов, которая тоже показывает какую-то как борьбу, желание себя защитить от каких-то предложений, которые вам выносятся здесь, или каких-то идей, которые выносятся этой тройкой кубков и рыцарем кубков. То есть что-то, что как будто бы есть хорошие возможности этим кубкам, которые предлагаются, но вы занимаете защитную, оборонительную такую позицию и стараетесь отстаивать свою позицию, защищать то, что вам принадлежит. И да, этот кубок в руках рыцаря, он романтичный рыцарь, он такой эмоциональный идеалист, и тем не менее он сочетается с такой семеркой жезлов здесь. То есть он показывает, что у вас есть какое-то действительно эмоциональное предложение, которое у вас возникает от других людей, от сторонних людей, но вы достаточно нерешительны. Вы
боитесь ослабить свою защиту из-за какой-то недавней боли или болезненной такой неприятной ситуации, которую вы прожили, или обиды, или разочарования, или обмана, через которые вы прошли, и вы сами себя ограничиваете на счастье или на новое начало, новую возможность или новое общение, как будто бы мешаете себе искренне принимать любовь или искренне принимать поддержку, и стараетесь занимать такую оборонительную позицию, как будто бы я выше, я больше вижу, я лучше знаю, да, что я делаю, да, поэтому 7 жезлов. Но тут же есть карта колеса фортуны, карта нового поворота, нового витка событий, нового развития ситуации. По 8 кубков это правда вызывает много нерешительности у вас. Здесь снова есть эта карта, показывает Луну здесь. И с 4 кубков, которая тоже говорит о паузе, приостановке, когда вам дается какая-то возможность, предлагается какой-то кубок, и какие-то перемены в вашей жизни возникают. Тут же 6 пентаклей, кто-то вам это предлагает. Возможно, вы здесь должны кому-то помочь, но это вызывает у вас также сомнения, как будто что-то отдать. И вы думаете, сделать этот шаг навстречу, помочь чем-то или отдать что-то ваше в этой ситуации. То есть это вызывает какие-то как сомнения у вас. И вам нужно как будто уйти от какой-то ситуации. Это позволит уйти от старой душевной боли. И важный здесь совет — это такой осознанный уход, осознанная добровольная возможность отказать от того, что больше не приносит вам удовлетворение, от того, что больше вам не нужно. И поначалу, возможно, вы очень сильно сомневались, но здесь все больше понимаете, что это необходимое действие. Это будет новым витком вашей жизни, это будет витком, который принесет меньше какой-то конфронтации, каких-то споров, разногласий, да, то есть вам нужно уйти от какой-то спорной или разногласной или некомфортной ситуации. И с этой 6 пентаклей, которая здесь есть, это карта обмена, карта взаимного обмена и особенно равноправного обмена и отдачи. То есть если вы что-то отдаете, вы планируете в ответ тоже получить столько же. То есть если вы вкладываете во что-то свои усилия, то вы стараетесь, да, и хотите получить результат. Соответственно, если вы от каких-то людей, может быть, ждете результата, потому что вы вкладываетесь очень много, возможно, здесь взаимность очень важна для вас, и взаимность должна быть вашей опорой в этом случае. И вам нужно переосмыслить будет по этой 4 кубков свои чувства недовольства или обиды на какую-то ситуацию. Возможно, вы чувствуете апатию, замкнутость и полное отсутствие вдохновения от того, что сейчас вам предлагается, возможно. Да, вам не нравится это предложение, но это только временное состояние, потому что вы сейчас проживаете такой смутный, неточный период неопределенности. И тем не менее, вы должны понять, что этот кубок, который вам дается, он как будто бы дается вам как возможность начать что-то позитивное, новое, да, то есть что-то, если пошло не так, то вам нужно в этом увидеть возможность завершить эту негативную ситуацию и начать новый путь, новую возможность эта ситуация вам дает. Поэтому в этот период времени для вас важным, поворотным будет какое-то важное событие, связанное с финалом, с концовкой, может быть, не очень приятное, может быть, она кажется вам чересчур резкой или некомфортной для вас, но она расчищает вам путь для довольно эмоциональной какой-то важные возможности, которую вы здесь можете принять. И вам нужно уйти от изнурительного сражения. Вы, может быть, уже и устали сражаться в чем-то. Может быть, нужно дать кому-то победить, то есть не вступать в какую-то борьбу, может быть, добровольно уйти от какой-то ситуации, да, и быть победителем, именно отпустив ситуацию, уйдя вовремя из какого-то сражения. То есть это даже как-то благороднее, возможно, будет в этом вот конкретном вопросе или в этой ситуации. То есть поступить благородно, не сражаться до последнего там вздоха, да, а отпустить что-то, уйти от чего-то и принять какое-то хорошее для вас позитивное предложение, которое к вам здесь поступает. Оно будет хорошей возможностью. Итак, весы, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на вторую половину месяца июля мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.